И тогда, говорит, воцарится, тогда все от земли отнимется. Все чудеса отнимутся, не будет чудес никаких, как я там, змей, пришел с ними головой царствовать на землю. Все без божества всех учил и все делал, и все. А потом он и смирился, теперь он лег и лежит, свернулся. И не трогать эту церковь, на нем сидит, Никонианская, и все. А только вот те спасаются, кто только вот последователи той церкви, вот, которая улетела в пустыню. То, что мы сейчас видим, такие высокие холмы, гривы у нас называют. По сути, это дюны, песчаные дюны, как в пустыне. По моей теории, именно по этой гряде, по хребту, по этому сосновому лесу переходили тунгусы, олены и тунгусы. Вперед, уходи! Кажется, мы в Кисле. Зверь, змей семиглавый. Апокалипсис, книга есть старая. И этот змей, когда придет, столько крови прольется там. На частное время зверь вышел от моря. Всем привет, я Алексей Капонов, канал экспедиции Geography Trophy. Мы едем туда, куда пытаемся уже добраться второй год. В прошлом году в это же время мы попытались добраться до озера Бургункуй, доехали до него, но не более того. По той знаменитой гряде, хребту, который идет, перекинут мостиком через водораздельные болота из Красноярского края в Томскую область, мы так и им не подобрались. После этого мы отправились туда летом, в августе, в сентябре, на вездеходах. Наша грандиозная экспедиция Тунгусская кочевая тропа на вездеходах, по Енисею, на пароме, на барже и так далее. Обязательно посмотрите, если не видели. Они вас гоняют вас. Понял. А кто не видел наши предыдущие фильмы и ему лень смотреть, я быстренько расскажу, для чего мы туда едем. В 7109 году князь Яков Борятинский приказал новгородским дворянам Марку Ладыгину и Ивану Мещерскому заложить крепости в Пегой-Орде. Это средневековое государство селькупов, народ рыболов, живущий на Оби. Одну из крепостей было необходимо поставить на небольшой таежной реке Кеть. Этот острог должен контролировать главную дорогу на Енисей. До 610 года острог под названием Кунгопский стоял в районе бывшего села Урлюково в среднем течении Кити. Управлял этой землицей, собирая исак с окрестных племен, воевода Григорий Елизаров. Но внезапно, в разгар гражданской войны на Руси, смуты, крепость была перенесена вглубь государства на 200 километров, вниз по Кити, и заново отстроена на устье реки Орловки. Зачем? Неясно. Никаких записей об этом решении кетского воевода не сохранилось. Зато сохранились множественные письма Елизарова к томским, нарымским и тобольским воеводам о нападении тунгусов на ясашных остяков и селькупов. От тунгусских господин людей кетским ясашным остякам теснота великая. Тунгусы – это родственный народ маньчжурам, на тот момент ведущих войну с Китаем. Вскоре они захватят Пекин и создадут последнюю империю – государство Цин, и будут управлять Китаем еще 300 лет. А сейчас тунгусы – это воинственный народ с культом оружия, не признают родовых границ, легко вторгаются на чужие земли, разрушают чужие ловушки и грабят местные племена. В 609 году тунгусы появляются в верховьях Сыма и Каса на левобережье Енисея. А это значит, что им ничего не мешает пройти через водораздельные болота и попасть в верховье реки Орловка.
спустившись по ней, отрезать передовую крепость от снабжения. Именно поэтому воевода Григорий Елизаров, не получив ответа на письма, самостоятельно отдал приказ перенести острог на устье Орловки, дабы преградить путь тунгуса. Все мои истории и рассказы дублируются у меня в Телеграме на Geography Trophy. Ссылки на научную литературу, какие-то свои измышления. Уже у нас есть команда единомышленников, которые задают вопросы, делятся своим каким-то мнением по этому поводу. Поэтому подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь обязательно на YouTube. Я думаю, мы вместе постараемся размотать этот клубок, вытащить все ниточки. И какая-то вот одна из таких самых загадочных и интересных страниц истории Сибири станет более понятным нам, вам, и, может быть, даже поможем разобраться в этом и историкам. Так что, уважаемые хейтеры, мы не просто едем на крутых тачках, там покататься на деньги спонсоров, попить этих кваса, либо там березового сока. Все, кто хочет поехать с нами, пишите нам. У нас каждый раз добавляются новые члены команды. Кто-то не выдерживает, уходит, кто-то добавляется. Неизменен только рассказчик. И на другой стороне кот, тот, кто снимает, летописец наш, снимает наши приключения. Мы на вахте, если вот вахта лесозаготовительная. Если вы видели фильм «Девчата», ну, даже если не видели, все равно посмотрите. То же самое, только в 2022 году. Свой дизель-генератор, электроэнергия, скважина, там все на свете. Так вот сейчас готовят лес. Завтра обязательно здесь взлетим, посмотрим. Никого? Беку передам. Никого нет. Но тепло. Видимо, пошли куда-то. Вот так, да? Мы ночуем на вахте, на Орловке, как хотели, доехали, молодцы, еще не 12 даже. Сейчас ребят проводим, чтобы они там в машинах ночевали, а мы ночуем в избушке. Умеет. Если свой дом он мужикам угонит на тачанку. То есть вот здесь, не здесь, вот здесь, да? Ну, Да, через да, бар. Чищено все, ни там не забудешь. Где-то вот здесь, да? Старт. Да, не здесь, сюда дорога, вот сюда начнет не спускаться, вот видишь, тут болотинка, и вот тут вот старт. Вот как раз промеж, по-моему, вот. Доброе утро. Мы находимся в самых верховьях Орловки, это граница с Красноярским краем, лесозаготовительная вахта. Вот именно так она и выглядит. Сейчас мы сверху покажем вам. Нас попросили отвезти снегоход на Тачангру. Это как раз озеро на нашем пути. Там сейчас люди живут, рыбачат. Но не сломался снегоход, и нам, мы им отвезем запасной. Дальше уже поедем сами. Но у нас есть проблема. У нас есть проблема. У нас всего лишь один свободный человек, это оператор, и он поедет на нем. Я никогда на снегоходе не ездил. И теперь надо в минус 40 проехать 40 километров. Погнали. Смотри, как туман стоит, дым.
Нам очень повезло в этом году. Лесозаготовители сделали зимник максимально близко к месту, которое нас интересует, сэкономив нам пару дней пути на снегоходах. Прекрасная погода, солнечно, тепло. Похрустывает снег. Беко. Ты покажи свою модную лопату. Пила. И там еще что-то есть, нет? Да, там бензопила еще внутри. Надо? Мы сейчас находимся в самом верховье Орловки. То есть мы ее только что пересекли. И сейчас мы еще вот этот 5 километров, которые речки остались, мы пойдем по левому берегу Орловки и дойдем до водораздельного огромного болота, где находится несколько крупных озер. Бургункуй, Тачангра, Шалиндра, ну и другие. Потом расскажу, когда мы до них доберемся. Сейчас едем на Тачангру, там есть изба. Ребята, которым надо отвезти снегоход, мы им отдадим. Оттуда уже пойдем по нашему плану. Мы пойдем по хребту, так называемый хребет. Это, я уже рассказывал, острова на болоте, которые цепочкой протянулись почти на 100 километров из Томской области в Красноярский край. И вот мы краем этих островов пойдем. Задача какая у нас? Помните, мы должны пройти по этим островам и понять, сможем ли мы там, допустим, летом пройти пешком, на вездеходах, либо как-то еще. В общем, в этом и есть цель нашей поездки. Разведка летнего маршрута по хребту. Мы, наверное, фильм так назовем «Хребет». Кстати, классная идея. Именно по этому хребту переходили тунгусы и венки из Красноярского края в Томскую область. Если мы там окажемся летом, мы обязательно найдем какие-нибудь свидетельства их жизни. Сооружения, затески, может быть, какие-то артефакты. Медные котелки, чайники. Потому что в 30-е годы появился алюминий в Сибири, и они побросали все свои медные изделия, и они до сих пор валяются, и я вам покажу эти чашки. И если мы найдем там эти артефакты, то мы докажем то, что именно эта гряда островов являлась мостом из Красноярского края в Томскую область, по которой и венки, и тунгусы более ранние переходили сюда. Соответственно, есть не только один маршрут, например, Маковский Волок из Красноярского края в Томск, но есть еще и Обь-Енисейский канал, по которому мы проехали. И вот еще один маршрут, про который никто не знает, маршрут по хребту. Пьем чай и полетели. Ты видишь меня? Art Food, Art Life. Смотрите, у нас такой перекус будет сбалансированный. Суп-крем по-французски. В общем, здесь вот в этом пакетике сразу уже все есть полезные компоненты, витамины. В поход вообще шикарно. В одной порции 52 калории. Сколько в сале в одной порции? Горелка бензиновая, потому что газовая на морозе не работает. Доставляем машины. Сейчас грузимся. И посмотрите, как у нас все это выглядит. Называется санный поезд. Сан. От слова сани. Сани. Устройство усиленное, Алексей. Бензин. Смотрите. 100 литров на каждый снегоход. Здесь еще интереснее. Смотрите. Двое санок за одним снегоходом. То есть у нас будет реально поезд. Картинка, представляешь, сверху будет. Каждый снежик по 100 литров и еще в самом 50. То есть тонна, полтонны бензина. То мы можем сейчас на Северный полюс уехать? Так мы туда и поедем.
Пока едем по Буранице, нас попросили передать снегоходы рыбакам, которые сейчас живут на Тачанде. То есть мне только что сообщили, что здесь еще есть свежие волчьи следы. А у нас есть оружие? У нас есть оружие. Мы вот добрались до гряды, тот, как называемый хребет, его местные называют хребет. Он идет из Красноярского края, с северо-востока на юго-запад. Это вот как раз-то и есть та русло, бывшее прорусло Енисея, про-Енисей. Здесь протекал, когда ему был заперт сток на север ледником. Он попадал в Обь и уходил дальше на юг. И оставил после себя в долине, своей долине, оставил кучу песка. Ну, то есть... И этот песок, после того, как он уже вернулся в свое русло, остался, начал развиваться песками, образовались дюны, такой пустынный рельеф. Потом он порос уже растительностью, соснами. Вот сейчас это выглядит как острова, сосновые острова. Уже после этого, еще позже, пошел болотообразовательный процесс, и все ложбины, низины стали заняты болотом торфяным, ольготрофным. И теперь вот посреди болот торчат острова. Песчаные? Песчаные острова, поросшие сосной. И вот именно по ним проходили эти вот эвенки оленные. Гнали свои стада, они здесь паслись. Возможно, здесь на островах есть какие-то следы, там, возможно, какие-то вырытые западины от их жилищ и что-то еще, затески. То есть, когда мы летом здесь окажемся, мы это сможем увидеть. Сейчас мы просто можем понять, можно ли здесь оказаться летом, либо нет. А как мы поймем? Мы сейчас едем по снегу, насколько здесь плотное болото. Ага. Ты знаешь, сколько мы уже озер проехали? Даже не представляешь. Ну. Денали, видел желтое, это же озера все. А ты карту в голове рисуешь или нет? Конечно, и в голове, и на телефоне. Погнали. Интересная этимология названия этого географического объекта – гряды островов. Хребет. Не сказать, чтобы он сильно возвышался над болотом, но тем не менее он заметен в рельефе. И больше похож на позвоночник огромного животного, который торчит из болота. Видимо, староверы используют название из мифологии селькупов либо тунгусов. Ну вот мы добрались до Тачангры. И самое интересное, избушку вот свежую построили ребята из Кемерово. Но они построили все на территории нашего друга Анатолия Кудынова. Привет. Пойдемте посмотрим, как здесь все выглядит. Приятно увидеть знакомая роспись. Толик Кудынов. Надеюсь, мы с ним увидимся на скважине. Добрый день, господа рыбаки. Можно рыбачить, но нельзя, стрелять оленей. Поэтому позвоните. Бочку на лето закатите в зимовье. Я ничего в зимовье. Печка, все дела. Классно. Жить можно. Бехеревка. Ну-ка здесь. Надо Толе звонить срочно. Я бы очень был рад его увидеть. Пошли пообщаемся. Сейчас заберем. Колдунство. Льда нету, смотри. Песочек. Водораздельное озеро. Оттуда вытекает вода и дальше бежит в Обь. Оттуда уже все бежит в Енисей. То есть прям вот самый-самый водораздел. Трава зеленая. Слушай, ну кайф какой. Толя знает, избушку ставить, да? Кайф, конечно. Обалдеть. Надо в баньку съездить хотим, да? Ладно, давайте, всего доброго.
нас проблемы, Клод. Наледь – вода сверху льда. Она пропитывает снег, причем не полностью, поэтому ее присутствие на поверхности, как правило, неприятный сюрприз. А далее все зависит от опыта водителя и мощности снегохода. Если этого недостаточно, снегоход влипает в мокрый снег, примерзает наглухо. Как правило, вода на поверхность выходит в устьях либо истоках рек, но чаще всего в месте рыбалки от лунок. Чем хороши пластмассовые санки, что к металлу прилипает наглухо, и все, и потом ничего ты не сделаешь, и к дереву также. А пластмассовый перевернул, постучал, все отсыпалось, все, поехал дальше. Мы пытаемся выбраться с Тачандры. У нас получается неплохо, кстати. Если бы были бураны, мы бы плакали, собирали слезы. Я думаю, в течение получаса мы будем на берегу. Давай помогу. Ну и тяни тогда их до конца. Кто поставил ручник? А нахера ты его ставишь? Ох, мужики, мужики. Все, вперед! Все, мы едем наконец-то без буранец. По целику здесь редко кто бывает, кроме Кудымова. Сегодня цель Шалиндра, мы идем на северо-восток. Дело к вечеру. Начинаем подыскивать место стоянки. У нас проблема. Глубина снежного покрова достигает 1 метр. Пробуем расчистить площадку старым снегоходческим способом, но получается не очень. Ты худеть хотел, иди давай худей. Я тут знаю, где. Решили в лесу не копать снег, потому что вот так по пояс. А здесь вот у нас билет. Потом метелочку пройдешь, все, будем в тапках ходить. Давай! Вот этот хвост там привязывай. Один перехлестни, мне отдай. Дотянется он до туда. Хорошо. Мы приехали. Первый день у нас уже на нашей тропе. Так, так, так. Этот привязываешь и мне отдаешь. Знаете? И вот так. Сейчас натянем. О, мы на тропе, ночуем прямо на озере. На огромном озере, туда на километра 2, наверное, 2 на 2 диаметра. Палатка куб, размер 3 на 5 примерно. Печка, окна, двухслойные стены, пол. Все в лучшем виде.
костер. Смотрите, как хитро его сделали. То есть мы напилили сырых сосен, положили на лед. Мы стоим на озере, на льду. Положили на лед и сухие уже подожгли. Я думаю, нам вечером посидеть у костра, нам этого хватит. Мы, к сожалению, не рыбаки, но рыба есть. Вы видели на соседнем озере, на Тачангре. Ребята здорово сейчас ловят. Сегодня у нас план. Наконец-то первый день. Пораньше маленько остановились, чтобы отдохнуть. Понять, как мы все ли взяли, распаковались, собрали. Что из интересного. На Тачангре мы стреляли в наледь. Наверное, час провозились. Ничего такого страшного нет. Снегоходы мощные выходят. Без снарт выходят. Потом на длинной веревке цепляешь и заново выдергиваешь нормально. Завтра мы попробуем добраться до Апольчума, где живет егерь, уже знакомый нашего Кудымова Анатолия. Есть такая мысль сегодня позвонить по спутнику Кудымову. Возможно, дозвонимся, и тогда скажем, что мы будем, допустим, завтра, послезавтра на Апольчуме. Где-то через 2 дня подъедем на скважину. Надеюсь, мы с ним встретимся. И он нам расскажет ту самую историю, куда пропали тунгусы в этих краях. Александр, да. Сегодня мы можем сделать даже еще интереснее. То есть мы можем сегодня дойти, допустим, если вдруг до обеда, грубо, до этого Апольчума, этого мужика, и оттуда дойти сразу до скважины, немножко южнее до скважины, и от нее уже напрямую уйти на север. Ну, давай, нам надо накататься. Последнее самое в этом сезоне. Снег. Я за. Сегодня нам надо добраться до озера Апольчум. То есть мы сегодня должны пройти весь хребет, то есть от начала до конца. Посмотрим, удастся это или нет. В принципе, до него 35 километров по прямой, как бы нормально успеем. Я думаю, пройдем. У нас будет на пути много интересного. Будет таинственное просто место. Многие его называют, даже капитаны, которые ходят по Оби. Есть такая байка среди них ходит, что где-то там в верховьях рек есть шлюз. Вот этот шлюз мы как раз и покажем. Очень интересно. Якобы когда-то давно, там, не знаю, какие-то доисторические времена, то есть была цивилизация, которая сделала шлюз, корабли туда заходили, то есть там что-то закрывалось, наполнялось водой, и дальше они ушли уже по Енисею. Вот сегодня мы это увидим. Могло ли это быть шлюзом и сооружением рук человеческих, либо это все-таки природное явление, какой-то природный объект. Ну, естественно, вы знаете мое мнение. Мы пойдем по хребту по северу, будем его обходить с севера. Где-то в середине пути зайдем в лес, попробуем двигаться прям по бору, по этим островам. Конечно, гораздо проще обойти еще севернее, там по болотам, там чистым. Но у нас главная цель — это разведка маршрута, то есть возможность пройти по нему, по этому хребту пешком, либо на вездеходах. Поэтому мы пойдем прям по самой гуще, по самому сложному месту и дойдем до Апольчума. Апольчум тоже очень интересное место, про него есть даже в литературе несколько упоминаний. Там скрывались целые деревни или деревнями, общиной от призыва в армию. Не в армию, а на войну. То есть старообрядцам нельзя воевать, убивать, поэтому мы не будем их за это как-то говорить об этом. То есть такое было. То есть они жили на Енисее и во время войны ушли вглубь тайги на Апольчум. Там столкнулись уже с тунгусами. И вот история про тунгусов как раз и старообрядцев, их взаимоотношения как раз в глубине тайги и случилось. Пока, чтобы рассказать, что там случилось, мы не можем, потому что у нас слишком мало информации. Но вот будем собирать потихоньку, я думаю, уже летом мы расскажем. Вчера мы были на Тачангре, видели такое старинное, аутентичное зимовье с лабазом, с маленькой баней. В очень интересном месте, где ручей вытекает из озера, никогда не замерзает. Так вот, это зимовье Анатолия Кудымова. Анатолий Кудымов — это местный, как его называют, остяк, с огромным шрамом такой, на всю голову его медведь подрал. Он родился недалеко здесь, на реке Кольчу, прожил там очень долго, то есть у него, я так понял, матушка была промысловый охотник, причем еще и старовер, ко всему прочему. Всю жизнь охотилась в тайге.
Что-то лет до 75, по-моему. Мы видим, что след вышли на Буранице Кудымова, уже красноярцы их накатали. То есть с Томском они не контачат. То есть Томск доезжает до какого Томск озера? доезжает до Тачангры и дальше не едет. Да и Кинеру даже. Это в основном до Икынера, это уже редкий, кто знает по Тачангру. А здесь уже получается Кудымов и Топольчему. Весь хребет это его охотугодия официальные, и он здесь катается. Так что мы уже в владениях Кудымова, ну уже второй день на самом деле. Эти места на административной границе областей практически не посещаются охотниками из-за своей удаленности от сел и деревень. И что интересно, резко исчез подъем. Этим понятием снегоходчики объясняют состояние и плотность снежного покрова. И если в Томской области снегоход шел верхом, то здесь подъема нет. Наш поезд проваливается в пухлый снег практически до земли. Скорость резко падает. Что там пухляк был? Еле выполз. Вот то, что мы сейчас видим, такие высокие холмы, гривы у нас их называют. По сути, это дюны, песчаные дюны, как в пустыне. То есть то же самое, абсолютно дюнный рельеф. То есть они выглядят как дюна. Такой полумесяцем, некоторые замкнутые. На карте это со спутника или с коптера это видно очень хорошо. Вот сейчас подъехали место, кажется просто грива, но на самом деле это такое кольцо замкнутое, как, не знаю, как атолл в океане, когда вулкан обрастает этими рифами, кораллами, риф образуется, и внутри есть озеро. Здесь точно та же история, но причина его возникновения другая. То есть есть две версии, одна вот географическая такая, прозаическая, а есть версия людей, которые это на карте видели и не могли это никак объяснить. То есть на геоштамповских картах просто кольцо внутри озера. И мне лично эту историю рассказывал человек, капитан какого-то речного судна на Оби. И среди них ходит байка, что это шлюз. То есть там есть в одном месте вход, и якобы, когда было много воды, там несколько тысяч лет назад, то есть как раз по верховьям Тыма можно было попасть в этот шлюз, здесь его закрывали, то есть наполняли водой и дальше уже уходили в Енисей. То есть вот такая вот, как географу мне это, конечно, как-то богопротивно, такую версию рассказывать, но она очень интересная. А географическая версия, она более простая, то есть это такая же дюна, то есть когда ветер дует, то есть в одном месте у дюны образуется высокая часть и загибаются такие рогалики, загибаются. Если он дует долго, то есть она загибается почти полностью, и так вот образуется такая замкнутое как бы кольцо. То есть где-то сторона выше, мы сейчас, кстати, подъедем и определим, откуда, допустим, дул ветер и как эта дюна, с какой стороны она сформировалась. Но ветер мог меняться, и она получилась такой круглой. То есть дует сначала одно время, насыпает эту часть, потом вот с этой части насыпает, и получилось кольцо. Ну, возможно, мы сейчас просто увидим эти ворота такие. И все. Есть возможность разгадать загадку историческую. Да, мы можем ее показать, а как бы дальше уже каждый может рассказать, оно это или не оно. Шлюз это в Енисей из Оби, либо это дюна.
что, дорогие мои любители природы, у нас обед. Прилип. Получается, какая дилемма. То есть пока едем мы, все хорошо. Нам нужно постоянно ехать. Только мы решили остановиться, просто пообедать. И все, и сразу встряли. Снег метровый. Остановились, загрузли. Алексей, ты что, бензопилу у дочери забрал? У меня дома такая бензопила была, этой фирмы же Carver. В общем, не советую. Многие задаются вопросом, чем питается северный олень. Все знают, что он питается ягелем. Это такой сплошным ковром мох. На самом деле это не мох, это лишайник с грибом. Кладония оленя это называется. А зимой же у него проблема. Получается огромный слой снега. Либо надо все это раскопать, что невозможно. Поэтому он поступает по-другому. То есть он подходит к одиноко стоящим деревьям на болоте и объедает вот эту штуку с их стволов. По сути, это то же самое, тот же лишайник, только на стволах, гораздо выше над поверхностью. Поэтому нужно раскопать меньше снега. То есть просто подойти и сбоку его объесть. Это вот пища северного оленя зимой. Единственное дерево, которое может жить в таких условиях, на торфе, она может жить на песке, на чистом, на минеральном, то есть без почвы, и может жить на торфе. И вот сосна поселяется на болоте, прямо вот на этой поверхности, вот на этом тонком слое, который Ну, эти маленькие сосенки. болотные воды, да, уходят, и вот он на этом слое она поселяется. Корни, они все расположены по поверхности, то есть они вглубь туда не уходят под воду, им там делать нечего. И они как такая вот, как сказать, я не знаю, щупальцами так по поверхности расположились. Как ковром раз расползлась. Да. И вот они растут, значит, живет она сколько-то лет, вырастает, и вот по ним видно, что сосны, которые сухие, они достаточно крупные, а зеленые они мелкие. И дело в том, что нарастает мох, превращается в торф, и вот этот слой, он добавляется примерно там сантиметр-два в год. И, допустим, через 50 лет получается там, сколько у нас там? Нет, миллиметр, наверное, все, миллиметр, ну, неважно, то есть скорость такая приличная. То есть через 50 лет образуется слой уже торфа, и болотные воды, они уже начинают не вот здесь ходить, а они как губка их впитывают, и они подтягиваются, они подходят еще выше. И корни оказываются затопленные водой всегда уже. То есть они даже никогда не освобождаются, потому что деятельный слой, он поднялся вверх из-за того, что нарос мох. И деревья просто умирают. То есть им не хватает кислорода, они умирают. Соответственно, это означает, что, во-первых, болото вот это растет, и сейчас оно растет достаточно быстро. Ну и во-вторых, вот это, примерно можно понять возраст этого дерева, сколько ему лет. То есть оно, допустим, 50 лет отжило, его слой торфа вырос, все, оно умерло. Сверху поселилось новое, уже выше. И вот эти корни, они в торфяной залежи, они могут там на много-много метров повторяться, одни и те же. Все это перегнивает. Нет, оно там даже не гниет, оно там остается. Там кислорода нет, потом гниения нет процесса. Поэтому, если ты пробудешь скважину в болоте торфяную и изучишь, то есть ты видишь сосна, потом бац, допустим, кедр, например. Вот добывали. Например, кедр какой-нибудь там, или береза, или что-то еще. Значит, климат изменился. То есть, а вот пока вот этот процесс идет, и причем на одной примерно скорости, значит, климат был абсолютно одинаковый все это время. Минутка географии. Найти на болоте профиль — это такая нечаянная радость, как в игре. Просто, знаешь, вы теперь делаете 5 шагов вперед, типа, кто попал сюда.
наш хребет, это вот сосновый лес плотный. Сейчас вышли на это же водораздельное болото, только на его южную часть. И там где-то там Тетькавский канал, скважина Восток, а там дальше Апольчу, куда мы едем. Сейчас сориентируюсь. Мы движемся по хребту и понимаем, что по обе стороны природного объекта абсолютно непроходимое болото, которое вряд ли проходимо пешком, либо на вездеходе. Становится понятно, что хребет — это единственный возможный вариант пересечь болото летом. Вечереет, и пора бы уже вставать на ночлег. Так как до избушек Апольчима всего лишь 5 километров, упираемся дальше. Но, как и в прошлый раз, наши мечты тонут в водораздельном болоте. Вот, получается, мы идем по болоту, такое озерцо болотное. И вот отсюда видно, ключ бьет. И он вытек, соответственно, на лед, и образовалась сильная навь. То есть мы шли, и третий шел самый груженный, с 2 нартами, и он в него и вкис. То есть я проехал, даже не видел, что вода выступила. Второй уже увидел, а он туда попал. Кажется, мы вкисли, и причем неплохо. Вперед уходи! Вперед уходи! Раз, два. Все. Немного резюмирую происходящее. Мы ехали сначала колонной, самый последний, в Кис. Вернулись 3 на помощь. 2 кисло, 1, слава богу, вот там подальше стоит. Вот 3 снегохода у нас сейчас во льду. Сразу назад. Покопаем нормально. Так, сколько там до берега еще? Ну вот, не даст так. Пошли к снегоходу, который еще на ходу. И сейчас поедут к нартам, которые мы оставили там дальше, у края озера. Возьмут веревку. Наша задача какая? Нам сейчас постоянно нужно взрыхливать лед, чтобы он не замерз. До того, как они приедут с огромным количеством веревок. Вау, он уже вмерз. Если мы сегодня не вытащим снегоходы, а мы все потеряли важные снегоходы, которые у нас находятся с лебедками, остался безлебедочник.
Ну, он вот такой. И в этом случае придется все оставить, идти в лес, рядышком делать костровое место, надью и, в принципе, рыть сугробы. Других вариантов нет. В сугробах мы ночевали. Так, подождите, какие сугробы? Мы прошлой ночью ночевали в палатке. Это была прошлая ночь, а сегодня... А где делась наша палатка? Палатка вон она. Ничего, мы ее не достанем. Не достанем, да. Она все жестко. Вода почему прибывает. именно утром? Почему именно А утром? надо, чтобы примерзло, все застыло. И надо обстучать, потому что так оно, вот в этом месте, оно не смерзнет. Сверху снег, снизу плюс 4. А когда мы обстучим, вот так вот обойдем все это до жижи, тогда все будет нормально. Ну, надо будет бензопилу, у нас всего 2 бензопилы, пилиться. Одна не заводится. Одна не заводится. Володя, твоя не заводится? Карвар? Понятно, Китай. Мы нашли здесь небольшой кусочек твердой почвы. Ну как твердый, то есть лед там. Вот наледи нету. Но никак не получается выдернуть. Почему? Потому что просто замерзает. Погнал, нет? Первый пошел. Спустя 2 часа первый мы вытянули. Еще 2 снегохода. Пожелайте нам удачи. Еще один достали. Остался один. Вот этот, который с нартами, с 2. Который первый загруз. Снимать некогда. Приходится работать. Увидимся уже на берегу. Я говорю, с кем не бывает. Со мной. Они сейчас пока зацепят санки. Смотрите на мои ноги. Все замерзло. Это змеечка такая. Готов? Давай. Ближе к полуночи наконец-то выбираемся из наледи. Практически тут же на сухом ставим лагерь. Глубина наледи выше сапог, поэтому, кроме всего прочего, необходимо просушиться. Разжигаем костер, поздний ужин и спать. Обмерзшие снегоходы и сани оставляем на завтра. За целый день мы прошли всего лишь 30 километров. Вот тут уже. Че, пойдем? Прекрасная погода. И мы находимся не на каком-нибудь там поле, а на очень таком ужасном месте для нас вчера. Это такое гнилые ручьи здесь, гнилая речка, которая вытекает, бьют из нашего вот этого хребта и пополняют, в общем, водой вот это болото. Мы вчера встряли в наледь. Наледь была выше сапогов по колено. И провели там незабываемых несколько часов, часа 3, наверное. Выбрались все. Сегодня вот отбиваем замерзшие снегоходы, нарты. Легли спать, по-моему, часа в 3 уже. Мы не доехали до Апольчума
6 километров. Ну, в общем, план и был, что не доезжая остановиться, но думали, мы остановимся часов в 6-7, остановились в 12. Апольчум очень интересное озеро, я даже нашел про него такое художественное произведение. То есть, правда это или нет, как бы вам решать самим. Кудымов говорит, что это неправда. Ну, расскажу. То есть, в 70-е годы, где-то в советское время, один человек из Красноярска попал на Сым, на речку, здесь недалеко от она, собирать шишку осенью. И, в общем, собирал шишку, жили там долго, на каком-то там стане. И однажды проплывал мимо лодка какая-то, он обрадовался, давно людей не видел. Лодка тоже сначала плыла к нему, махала с берега. А потом, когда увидел, что человек незнакомый, резко свернула в сторону. То есть и очень нашего этого героя, про которого я рассказываю, очень удивило то, что в руках у одного из пассажиров лодки был автомат ППШ. Вот этот вот военный автомат с круглым магазином. То есть он спросил у местного, что такое вообще, кто эти люди, какие-то бандиты, кто это вообще? Он говорит, да, это старообрядцы, староверы. Они здесь появились во время войны. Причем это уже факт известный. То есть сначала старообрядцы жили по берегам Енисея, а в годы войны они ушли в верховье малых рек. Как раз вот туда, где мы сейчас находимся. В том числе на Апольчум. Причем ушли не сразу. Сначала их кого-то там часть забрали, значит, на фронт, и они сумели убежать это в Канске с какой-то станции, причем забрав там у охраны какие-то автоматы. Понимая, что за ними придут, то есть они взяли, полностью деревня снялась и ушла куда-то в тайгу, глубоко в тайгу. И как выяснилось, потом вот это появилось, я вычитал первый раз для себя это слово Апольчум. Вот сюда. Их пытались найти на лыжах, прийти из Сыма, они там какое-то время жили, и они потом переместились еще дальше. Единственное, что они делали, они через своих знакомых, которые остались в деревне, они меняли там продукты, ну, все то, что они добывали, на продукты и на то, что им необходимо. В общем, вам решать, правда это или неправда. История очень интересная. Но на Апольчуме сейчас живет один человек, отшельник, и, может быть, он нам прояснит эту историю. То есть, по крайней мере, он живет на том месте, где была, возможно, деревня. Может быть, там было еще какое-то более древнее поселение. Я думаю, сегодня же посмотрим. Больше мы не полезем по вот этой вот гнилой речке. Наверное, уйдем в тайгу и пойдем по лесу. Лучше поменяем маленько тактику. Я буду идти первый на снегоходе без нарт. И за мной уже пойдет поезд с Анной, с нартами совсем на свете. То есть я буду бить дорогу. И уже по этой дороге мы поедем. 6 километров всего. И все узнаем, правда это или неправда. Если кто-то, кстати, кто-то знает про Апольчум, про Сым, про историю этих мест, обязательно нам напишите, расскажите. Подписывайтесь на телеграм-канал, у нас там есть обсуждалка, то есть можно там рассказать свои истории, можно, опять всем говорю, поехать сами. Поэтому, если у вас есть интересная история, есть маршрут, обязательно рассмотрим и вместе поедем. Подписывайтесь, до встречи. Готовы? Вот и Апольчум. Долго же мы об этом думали, наверное, года 2 попасть сюда. Она огромная, то есть там деревья еле видно на той стороне. А вон буран, кстати, там есть. Апольчум – озеро, до которого мы не добрались в нашем предыдущем походе на вездеходах. Всего лишь несколько километров. На это озеро можно попасть лишь на снегоходе зимой, вертолетом летом. Несмотря на это, здесь круглый год живет человек – Федорыч. Как иногда бывает в Сибири, Федорыч укусил клещ, и теперь у него проблемы с рукой и особое отношение к людям. Непонятно, как он встретит нас, непрошенных гостей. Здравствуйте, свои все! Приветствую.
Вчера они появились. А мы встряли вот в этой... Приветствую. К нашей радости, после звонка по спутниковому телефону, наш друг Кудымов, будучи в Майском и узнав о нашем походе, едет навстречу. Не дождавшись нас в обговоренное время на скважине «Восток», уже ночью пересекает болото и ждет нас на Апольчуме. Анатолий родился в тайге, в семье охотников-старообрядцев, на отдаленной заимке, на Кольчуме. Отец рассказывал, здесь 2 шаманских захоронения где-то. Однажды он охотился со своей матушкой, Тоней Кудымовой, и поступил очень опрометчиво, зайдя за собакой в глухой ельник. Там его и встретил медведь. Так он и получил эти страшные ранения. Сейчас продолжает жить в тайге и знает об этих краях все. Историю, географию, где кто охотится, работает или живет. Я говорю, так я вам тоже сейчас читаю. Федор, приветствую! Много слышал по вас. Я не знаю, кто это, Здрасте. что, почем. Алексей меня зовут. Костя. Костя. Что, ребята, по стопочке? По одной можно. Ага. Тубареток нету. Вот История Федоровича другая. Он бывший охотовед этих краев и, выйдя на пенсию, не смог расстаться с этими местами. Остался жить на Апольчуме. Живет здесь круглый год. Единственная связь с миром – это старая советская рация «Ангара». Кстати, недавно у него сломалась тангета. Если у кого-то есть на нее запчасти, обязательно нам напишите. Федорович, скажи, почему ты здесь решил жить? Не знаешь? Знает он. Да это самый хатовед, почему я здесь, это самый, господи, прости, помилуй. А почему не в деревне? А зачем в деревне? Здесь он такой вид за окошко, да? Блин, вы что, не знаете почему? Мы-то знаем. Ты скажи, вот им скажи. Как капкан одной рукой, как капкан сводить? Сегодня у нас небольшой праздник. Мы наконец-то добрались до Апольчума и прошли хребет. Встретились с Кудымовым. Ну а для Федоровича это просто возможность поговорить и узнать новости. Нам было очень интересно, как это одному жить среди тайги, несмотря на проблемы со здоровьем. Охотиться, готовить дрова и даже строить избушки. Она почему? Это жемок. Он может и вырежать все, что хочешь, и может даже нас вперед. У меня мамка тоже сейчас старенькая стала, она тоже без жемка не ходит. И сейчас ходит? 80 годов. И сейчас ходит охотиться? Ну как, сейчас шибко-то не ходит, ну маленько ходит. В смысле, капканы ставит? Ну. На лыжах? Ну а что? Сколько матушке лет? 80. 80. А зачем сюда приехали-то? А вот, кстати, история такая длинная. Расскажу. А здесь раньше жили эвенки, тунгусы. И эти тунгусы, они переходили по вот этой вот, по хребту, переходили в Орловку. Западно-восточный путь был здесь, ну. Да. И вот про это почти никто не знает, не рассказывает. То есть люди, ну, просто вот вы, может, и слышали, а вот кто-то никто ничего не знает. И вот они здесь переходили, получается, с Сыма в бассейн Аби. То есть из Енисея... Да. За чашкой душистого таежного чая Федорович немного смягчился и рассказал много интересного. Но у нас же появилась новая идея, новый поход. Река Дубчис. Там находится духовный центр чесойного И старообрядчества. попасть на Дубчис не так просто. У них даже караульная система стоит там. Так вы это А я же тебе рассказывал, помнишь, как Росгеологию остановили? Это единственный случай в России. Вот здесь лабаз стоит. Километра 1,5-2. Он стоит с 30-х годов. До сих пор стоит. Заимки, где живет Федорович, все, видите, вручную сделано. Пилами. Сеть. Какая только называется. Сороковка. Щука, наверное. Егерь здесь живет постоянно, то есть круглогодично. Единственный человек. Сейчас вот Терентьевич расскажет про Тунгусскую тропу, зачем мы, в принципе, и приехали. И вот этого и ждем. Интересно, что недавняя наша прошлая экспедиция, мы были гораздо южнее, на Опенисийском канале, мы были в Безымянке. И вот глава Безымянки, Петр Фомич, если не посмотрели, посмотрите, он как раз помогает Федоровичу вертолетом договаривается, чтобы ему закинули продуктов, либо там вывезли его, если нужно, в город в Енисейск. То есть
ему проще договариваться с Петром Фомичом. Очень мало людей, просто единичное количество, на огромной территории, просто размером там с какую-то европейскую страну. Здесь все люди друг друга знают, то есть диву даешься. И они всех знают. И нас помнят уже по имени и по фамилии, и, конечно, очень приятно. Это совсем другой темп жизни, не городской, то есть там поздоровались, тут же забыли, как кого зовут. То есть тут как бы, если знакомиться, то если не навсегда, то надолго. К моему безграничному удивлению, Кудымов повторил теорию о множестве путей из Аби-Енисей и переходах тунгусов на Орловку. Причем каким-то образом в памяти местных жителей сохранилась история до прихода русских и основания Енисейска, который, как известно, был основан в 1618 году. Здесь, вот в этой местности, вот этот по хребту был с Западной Сибири сюда, на восток. Вот по этому хребту от Токчандры через Апольчум уходил Насым. Оленей путь. Это зимнее сообщение было. А летом ходили? Летом они ходили, но летом кто груза повезет? Зимой все возилось. И это было еще до прихода, ну, то есть... До староверов? Нет, до прихода, когда Острога Енисейского не было. Да. Второй путь был по гриве Ивана Федоровича, это через Тым, тоже по болотам, через Лисицу, через, ну, примерно где-то, я не знаю, где они пересекали, там как бы я от этого далек был. Иван Федорович Грива, она выходила ниже Пуливандры на Сыму, Пуливандра речка. Я посмотрю. Ага. Второй путь. Ага. А кто тебе это рассказывал? Это тунгусы рассказывали, когда еще маленький был, ну как-то так получилось. А где ты их видел? Вот у меня родители, когда приехали на Сым, взяли оленей у них. Как-то продукты надо было возить, а по норме же давали. То есть ты не возьмешь сразу сколько хочешь. Проходит время, надо ехать. Взяли оленей. А что, ну, русские люди-то понятно, что там коровы, то все, куда уйдешь-то от хозяйства. А с оленями-то надо было всегда передвигаться, жить. Олени ушли. А отец с матерью приехали к ним. Как оленей-то найти? Олени ушли. Она там что-то походила. Приходит, говорит. Я, говорит, тоже, говорит, как бы второй год только, говорит, живу. Место, говорит, шибко не знаю. И начинает объяснять, какое место, где это. Короче, говорит, они, говорит, будут, ну, через 4 дня, говорит, вот в таком-таком месте, говорит, ну, место рассказывают, прямо рассказывают место четко. Они, говорит, вот, допустим, через 4 дня придут, говорит, со стольки часов до стольки часов они там, говорит, будут находиться. Еще пришли? Да, но это было на Лисвяжной, на Окуневом озере. Они, как она объяснила, они поняли, где это все. Она четко объяснила, что, где, как. Пришли олени, ну, действительно там были в это время. Вот на Орловке-то вот мужика в раз вы привозили-то. Ей брат жил на Орловке, в этой Нюры. Там же остроги-то вперед поставили на Оби. Да, на Кити. Вот и все. Не на Кити даже, на Оби. Вот оттуда все товары везли через здешний путь вот сюда, в Восточную Сибирь, до прихода Енисейского острога еще. Оно, хотя даже, может, еще тогда и не пришли русские в Сибирь, но торговля-то все равно была. Конечно. Торговля, она шла. То есть через ханов, когда еще в этим, ну, на Иртыше-то, когда было хозяйство. Слушай, а еще такую историю скажи. Вот ты говоришь, что сюда пришли какие-то воинственные тунгусы и местных кетов. Вот здесь, на этом Апольчуме, кеты пришли. Здесь были и венки. Или наоборот, или кеты были? Кеты, они всегда имели преимущество. Это большая была компания. Ага. Кеты, это подкаменная, тунгуска, нижняя. Они всегда мощью преобладали. Ну и как бы они были воинственные. Вот здесь они вырезали вот на этом Апольчуме, в том краю, как бы, как мне рассказывали, говорит, 70 семей, говорит, вырезали. Ну как, конечно, молодых девушек там забрали, все, а остальное все нарушили. Кто рассказывал? Тунгусы, вот это же Нюра там и Лихачева. Вот интересно, нам рассказал Кудымов историю этой территории 300 лет недавности. Именно то, что он там слышал от
местных жителей. И исходя из его рассказов, выясняется, что эвенки, тунгусы были мирные люди, а вот есть такое известное произведение, в общем, селькупы так себе народ, а кеты вообще еще хуже, то есть лучше с ними не здороваться. Один другого хуже. Соответственно, в письмах воевод указывается, что на мирных остяков нападали вновь пришедшие тунгусы и тесноту им великую чинили. А вот сами тунгусы рассказывают, что они были очень мирны, спокойны, а вот как раз кеты и селькупы грабили их и нападали, всячески мешали им жить. Ну, как говорится, у каждого своя правда, и, наверное, она где-то посередине. То есть и при взаимодействии на одной территории, я думаю, каждый друг друга стоил. И смотреть надо не в рассказе одного человека или одного народа, а именно, не знаю, там, сверху, да, или в целом. Конечно же, войны приносили ущерб обоим сторонам, и, соответственно, страдали от этого все народы. И вот когда пришли русские, кстати, они эти войны прекратили, уменьшили их количество. То есть не нужно было одним народом доминировать над другими, когда вот был московский царь, и всех мог примирить. Минутка истории, пока наши ребята застряли, и мы их ждем. Дальше наш путь лежит на скважину «Восток». Едем по навигатору, по GPS. У многих могут возникнуть вопросы, а как местные ездят? У меня такой вопрос возник. Только так, затески, и либо только что проехали чистое болото, они веточки наломали и расставили. Потому что первый же буран мощный, метель, то есть эту дорогу сравняет, ее даже не видно будет. Останутся только затески. Почему они не пользуются GPS? А почему они не пользуются GPS? Потому что они пользуются буранами. Вот тебе ответ. Мы воспользовались приглашением Анатолия Кудымова. И сейчас едем на его место работы. Это законсервированная скважина «Восток». Глубокая скважина. И до нее идет зимник из Майского. Майское — это Енисейский район. Примерно 1000 километров от Красноярска. То есть глухомань редкая, но тем не менее здесь есть зимник. И его делал именно Кудымов. Ругается, что ему не заплатили денег, хотя вот он делал его, намораживал, буранами набивал. И что-то месяц назад или недели 3 назад он его только запустил. Огромные деньги выделяются на бурение, там, на дорогу, на вездеходы. Человек сделал зимник своими буранами, потратил свое топливо. Ребят, стыдно должно быть, наверное. Леха, где вы там потерялись? Санки сломались. Сварка есть? Есть. Вот человек и варит, и сварка все есть. У меня вот установка. У тебя есть Да, тихо, куда полезу.
Восток — это сверхглубокая законсервированная скважина, пробурена Росгеологией. Сейчас работы идут дальше, 50 километров к западу, на скважине Северокетская. Это самое верховье Кольчума, недалеко от водораздела Собью. Бригада Кудымова содержит зимник и стоянку на нем. Здесь есть топливо, сварка, балки для проживания и баня. В таких местах очень легко представить себе путешественника начала 20 века на какой-нибудь таежной заимке или стоянке местных жителей. Все внешне выглядит очень неряшливо, куча собак, но тем не менее это все очень функционально. Сегодня у нас день со знаком плюс, в отличие от вчерашнего. Если вчера мы в это время застряли, то сегодня мы умудрились, во-первых, сломаться в 3 километрах от скважины Восток. И здесь есть сварка. Только представьте, где мы находимся. Здесь нет вообще ничего. Только скважина и есть сварка. И мы сломались именно в этих 3 километрах от этого места. Еще один огромный бонус, что здесь есть балки. Причем по меркам рабочих балков такой 4 с плюсом. То есть отлично, чистенький, все. Поэтому ребята сегодня ночуют в тепле, часть нашей команды, а мы едем на Кольчум к матушке Кудымова в тайгу. И самое главное, Анатолий сообщил, что Антонина Кудымова нас ждет и хочет с нами поговорить. Из прошлого похода мы знаем, что Тоня Кудымова не только промысловый охотник и, по словам близких, старая росомаха, но и старообрядец самого таинственного согласия, странники, которые считают, что Антихрист уже пришел в мир и спасутся лишь те, кто ушел в пустынь. Тут что? Тут рыба. Рыба? Рыба. Ой, рыбу-то ее вообще надо вон туда. Все, сейчас сделаем. Да куда? Да вон туда. Кошеварку? Так мы, может, поедим. Давай ее в стенке пока Ну поставим. ладно. А вот тут положь, я тогда ведро-то убрать, да. А там положим. Ты что, проходи. Ага. Заходи быстро. А там что? Ага. Шибко они с тобой поговорить хочет. Ну что, поговорим. Длинный день закончился. Мы в самых верховьях небольшого притока Сыма, Кольчум. Хотя по плану должны быть гораздо севернее. Но от такой удачи разговора с настоящим отшельником, живущим в таежной пустыне, духовной и физической, отказаться было невозможно. Сейчас ночь, поэтому все разговоры оставляем на завтра. На связи! На связи, на связи! Нет, уже нету. Включился. Не отвечает. Тоня Кудымова родилась в тайге, между Кетью и Кольчумом. С матерью много переезжали из заимки на заимку. В 7 лет начала охотиться капканами на андатру. В 11 добыла первого лося, в 14 медведя. Девушку позвали штатным промысловиком. Всегда выполняла план, поэтому ей доставались лучшие охотничьи участки. Сколько, получается, вы по тайге могли там за день пройти на охоте? Да всяко бывало. Ну, где вот путик как идет, потом уже путики как стали, и как уже я сюда переехала, так тут скоро стали делать избушки.
избушки сделали вот со старшим сыном Саней. Избушку на Ломуатке стали делать, мы все. И стали у нас путики, ну, 10-12 километров идешь за день, а собаки же ведь идут, а идешь ведь за собаками, куда собака, туда и идешь. Собаки побежали за соболем, идешь за соболем. Лосей искали, на лицензию эту лосей надо добыть. Лицензию дают товарную, лицензию дают такую. Себе добудешь лося. Ну и вот и надо добыть этого лося. Вот и ходим. Ходить-то надо, лоси-то где стоят, там надо искать. Вот сегодня тут ночуешь, а завтра в другом месте надо стойло найти-то. Стойло-то найдешь, вечером одни-то короткие, осенью-то не успеем скрасить-то. А он ночью-то выйдет, да лыжницу увидит. Лыжницу-то как увидел, он уйдет километров 10 и больше, уйдет с этого стойла-то бросит. Да, вот заем надо идти. А пока заем ходишь, там опять ночь стала. Так вот так ходили по неделе. Стрелила, это один упал. Второй раз стрелил, да далеко уж стрелять стало. Боюсь, чтобы не прогнать. В общем, убила обоих. А к Новому году надо, чтобы добыть мясо-то, да сдать. Первое мясо, чтобы сдать. Так вот, и потом добудешь это мясо-то, там чаша, и вот это мясо-то надо вытаскивать, там километров 10-15, может больше, на нартах вот это мясо-то тащу. Вот эти нарты, которые у вас стоят, такие же нарты, да? Вот здесь? Да, они только длинные, они не такие, как вот здесь, они коротенькие, маленькие, а те длинные. А, еще длиннее этих? Длинные нарты, просто длинные большие нарты. И вот погрузишь мясо-то, ну, бывало, собак подпрягаешь. Собаки ездили, да, все-таки? Ну, как, да не ездить, а просто, когда нагрузишь мясо и подпрягаешь собак, они помогают, тащат эту... Они, то есть, приученные были тащить, да, груз? Ну, они просто запрягаешь, да, они тащат, и все, ничего приучать ничего не надо. Сколько собак с собой было? Ну, 3 собаки. 3 собаки, да? Ну, Угу. и вот вытащишь, да, и потом его до дороги, а потом олени, это, были там 60 километров больше надо до фактории везти. У вас были свои олени, вы их купили на фактории, да? Да, купили. От лихача убрали. Сколько штук? На фактории. А первое-то мы взяли, что-то 6 штук взяли, маток взяли, ну, быка взяли, как жеребца. Я взяла там у Романа, у Евенка на фактории, Роман Евенок был, так его купила быка. Ну, и вы на них прям умели ездить, запрягать их все? Вот, я запрягала, ездила, как, ну как, ничего не уметь-то на них ездить-то, на них просто ездить-то, запрягать. Приедешь, где мох есть, знаешь, летом-то, вот тут в сторону заедешь маленько, палатка с собой, печка, там маленько снег выгребешь, да, прутовник нарубишь со снег мелкой, настелишь там, кольев снег забьешь, печку поставишь, палатку эту сицу развернешь и поставишь палатку, оленей выпрягаешь оленей и отпускаешь, они чтобы ели. Олени ходят, едят всю ночь, там печку, лесинка, чтобы была, пила с собой поперечка, напилишь дров. И там ночуешь, так вот в палаточке. То есть собаки с собой, 5 оленей, 3 собаки, да? Нет, собак я дома оставляю, в деревню собак уже не вожу. Но бывает, одну собаку веду, одна собака как бы. Все. Зимой, вот, если, допустим, без палатки, без избушки, как переночевать? Ну вот зима прям холодно, там 30 мороза. Да, так не то что 40 и до 50 ночевать надо было, а такую лисину надо, подыскиваешь лисину, надо лисину срубить. Кедровую, стоящую? Стоит, которая лисина, чтобы она сухая была, хорошая, на сухом месте, а не в болоте. В болоте срубишь, если в лисину зажгешь, она трескучая, сгоришь, она все время стреляет углями, а надо на сухом месте рубить и лисину, и там балан надо отрубать, надо его затаскивать вот так, как бы лежит, вот это бревно лежит, а второе бревно как бы вот так класть вот на это, вот так, вот таким путем, называться надья.
здесь делается поджога, на рогатке поставишь такую палку вот здесь, как бы вот к этому месту тут. И тут эти от пня до все это надо тесать щепки, и вот зажигаешь эту, все вот так, сколько надо длиной баланта, вот поджигаешь, она загорит, и тогда всю ночь горит эта надья. Ну, когда, если хорошая лисина, ну, желательно сосну. Сосна лучше. А пихту вообще не надо. Елка тоже плохо не горит. Но если в крайнем случае кедра, а так сосну надо. Сосновая надья хорошо горит. И как мороз, так вот этой стороной как погреешь эту сторону, а та сторона-то застывает, соли-то повернешь. Ну, лапник еще, да? Пихтовый. Нарубишь лапник, если есть, а если нету, так палочки накладешь. 40 градусов с лишним такой мороз. Так. А если в 30 градусов, так он иди, ты спишь, ничего, хорошо. А если вот 40, то до 50 градусов, так тогда прохладно, шибко. Промысловая охотница Танина Кудымова, за выносливость, прозванная соседями по охотничьему участку Росомахой, родилась в семье староверов-странников в тайге и всю жизнь провела здесь. Странники – это наиболее ортодоксальное согласие, отличается догматическим радикализмом. Для принявшего крещение обязателен постриг, уход из мира Антихриста, который, по мнению странников, уже пришел в наш мир. Поэтому для спасения необходим уход в пустынь, глухую тайгу. Старобрядцы, главы семейств, приходили в скит, как и их родители в пожилом возрасте, умирать под иконами, и жили еще многие годы в молитвах за наше спасение в своих кельях посреди Енисейской тайги. Анатолий с матушкой очень гостеприимно приняли нас у себя на заимке. Информацию, которую рассказала Антонина, просто было невозможно комментировать. Ощущение, что ты читаешь рассказы Фенемора Купера про индейцев. К тому же Анатолий сам решил рассказать нам обстоятельства своей встречи с медведем, что еще более добавило красок. Я просто отнесся халатно. Конечно, надо было посерьезнее. Ну, подготовиться как-то. Он как дернулся, я отстрелил, он выскочил. Все, второй курок, вообще все. И все, он отбежал 60 метров. Я стрелял, еще убежал. Ну, вроде как оставлять-то тоже неправильно. Я для всех советую. Что ты делаешь? Делай, что у тебя 100% гарантия. Я сделал, не подумав. Короче, обхожу круг, собаки там лаются, обошел вообще круг. И котомку сбросил, еще круг обхожу, с той стороны захожу. Ну что, собаки лают, не захожу. До собак дошел, собаки лают, а вперед собак. Куда лезть-то? Или собаки не идут? Ну я же пошел, уверен в себе. Пошел, 4-5 метров. Выхожу, думаю, так сидит. Он маленько порой. Вот он. Раз, у меня ружье не стреляет. В чем дело? Ну, я понимаю, что я не успел предохранитель открыть. Я предохранитель придвигаю, прикинь, 10 метров между нами расстояние. Что я там успею сделать? Он на меня кидаться, я предохранитель убираю и стреляю, и куда попало уже получилось. Ну как? Ну, все-таки никуда попало. Ну, неправильно стреляю, все равно. И вот это пока 10-20 секунд он был живой, вот это все, что на мне сейчас есть, он успел сделать. Порванный пришел, я говорю, Михалыч, а он с Ленинграда вообще человек городской был. Я говорю, мамка, не дай бог увидеть, ты, говорю, объясни, когда стрелять. Тут у меня глаз здесь, вообще все разорвано было. Я говорю, мамку встреть, чтобы она сразу не увидела, хотя бы, говорю, поговори. Ну, понимаешь, может человек уже плохо стать в такой ситуации. Раз я уже прошел, я вообще не надеялся, что выживу. Михалыч прямо ножом с меня одежду срезал, руки, все же пропустил. Он просто ее срезал и снял. Одел другую одежду. Ночь тут мы пробовали, она в день ушла 20 километров. Она вызвала задание. Тогда не было никакой навигации. Не было ни GPS, ни навигаторов, ничего. Она визуально вертолет привела, посадила там, где надо. Вот так произошло.
Мы обратили внимание, что Антонина не ест мясо и ругает сына за упоминание про алкоголь. Спрашивать про веру мы бы не стали, но Антонина буквально в нескольких предложениях рассказала основные догматические принципы самого таинственного согласия старообрядцев, странников. По их мнению, Антихрист уже пришел в мир, и спасутся далеко не все. Вот, может, где-нибудь придется апокалипсис, книга есть старая, старинная только что, новая, там извращено все. И этот апокалипсис, там показано, что когда он придет на землю, это изображение змея, а это люди. У его венцы, он семиглавый. И вот он, этот змей, когда пришел на землю, тогда там изображение жена с младенцем, она вот рожает младенца, и вот он хочет пожрать этого младенца, этот змей. И ей, говорит, даны выше 2 крыла орла, как она взяла этого ребенка и улетела в пустыню. Нельзя будет жить так, что будет в пустыню, только это как церковь, как жена, как с маленьким ребенком улетела. Вот кто придет креститься, тот и будет как маленький ребенок. Вот она в лес улетела. Вот церковь теперь, Никонианская церковь теперь, она считается как жена, блудница, сидящая на звере. Вот который зверь, семиглавый, и змей, который все убивал, все громил. Церкви никонианские какие были, все, безбожество учили, все это семиглавый зверь царствовал. А теперь, исходя от моря, зверь пестрый, весь вот в пятнах такой, имея 2 рога, подобен агнецу, он смирный, никого не трогает. А эта церковь сидит на этом змее теперь. Она сидит на нем и поит всех людей вином. Вот теперь это толкуется, как бы сказать. Теперь всех понимают. Мусульмане хорошие, там, в общем, протестанты какие. Все как бы Богу веруют. И всех, она, эта церковь, всех принимает. Это вот церковь такая. Вот теперь как Кирилл там, патриарх называется. Вот они такие, это вот такой, толкуется, это вот такая жизнь. И тогда, говорит, воцарится, тогда все от земли отнимется. Все чудеса отнимутся, не будет чудес никаких. Чудеса, какие будут, они уже недействительные будут, им веровать нельзя. И все, теперь все такое стало. Потому что как воцарился Антихрист, вот как я тогда змей пришел семиглавый, царствовать на землю, все безбожеству всех учил и все делал, и все. А потом он и смирился, теперь он лег, лежит, свернулся. И не трогать эту церковь, на нем сидит, Никонианская, и все. А только вот те спасаются, кто только вот последователи той церкви, вот, которая улетела в пустыню. Я щенков выбираю. Желательно щенков как родятся, так сразу надо их как бы выбирать уже сразу. Потом взрослую можно поглядеть, посмотреть. Взрослую не так выбираешь, а щенков лучше как бы. Но самый лучший пес у меня вот воин, как был, это самая собака, которую мне Тит Тимофеевич еще давал, собачонка. А он чем был хороший? Попадает соболиный след, он шибко за соболем хорошо шел. Он хочет идти, ему скажешь, не ходи, нельзя, не пойдем, уже темно будет, ночь будет. Он не пойдет. Лось там пройдет, любой зверь, ему скажешь, не ходи, он не пойдет. И вот потом уже темнеет стало, уже ночь стала.
надо идти на стан. Ну, пойдем, воин, на стан. Он будет идти, пока светло, он идет в виду. Куда надо идти, он прямо идет. Мне не надо на компас глядеть, ночью иду. Он идет впереди. Идет, когда уже темно, совсем плохо видать, он перед лыжами идет. И придет прямо на стан, где надо. Мы распрощались на востоке с Анатолием и развернулись в обратный путь. Каждый прокручивал услышанные фразы, пытаясь осознать, насколько разнообразна жизнь даже в этих внешне непригодных для человека условиях. Поражает память лесных жителей. Они помнят каждого, кто встречался им на пути, сколько лосей добыли, как звали собак, все выезды в поселок за покупками. Кто-то, возможно, смеется над дремучими старообрядцами, оставшимися в 17 веке. Но сейчас, видя плоды цифровизации, ковид, войны, начинаешь иначе оценивать их знания. И я, наверное, не возьмусь судить, правы они или нет. Решайте сами. Но одно можно сказать точно. Мы должны сохранить эту уникальную, древнюю, еще существующую историю общины русских старообрядцев и их таежные монастыри. Как они сюда притащили? Сказал, Кудымов он их сюда и привез. Кто привез? Кудымов привез? Кудымов меня сюда привез. Эту башню? Это всю будем их тревожить, пускай бегут. Здоровые какие, смотри. Это лось или олень? Олень, северный олень. Мы сегодня весь день едем к Апольчему. И как нам говорили, что на этой стороне Красноярского края подъема нету. Мы бьемся, пробиваем дорогу, 2 раза ездим. И вот сейчас уже вечер, 6:15. Только что возвращался, и посмотрите, что это нам нарисовал навигатор. Мне кажется, он нам говорит, что пора останавливаться. Фиг вы далее проедете. Что, не идет, да? Я-то еще думаю, что там за знак был у нас на навигаторе. Вот, знак на навигаторе. Лучше туда не едьте. Проедешь. Конец пути.